Подведем итоги розыгрыша с выпуска номер 188. В этом выпуске мы разыгрывали две шахты от компании Newb, модель Junior, поэтому победителя будет два. Для этого мы скопируем ссылку с этого обзора и воспользуемся платформой Lisa on Air. Воспользуемся ею дважды, потому что у нас два победителя. Условия были очень простые. Необходимо было просто оставить комментарий под выпуском на YouTube, и в этом комментарии ссылочку на любую свою социальную сеть. И быть подписанными, конечно же, на наш канал Hookah Time. Что ж, первый победитель. Давай, платформа, грузи эти комментарии. Нам уже нужно кого-то осчастливить. Итак, осталось совсем немного. Ну, собственно, вот. Первый победитель. Поздравляю тебя, если ты в этом нике нашел себя. Владислав, первый кальян отправляется тебе. Давайте посмотрим, кто у нас второй счастливчик. Ага, Александр Бухалов. Очень интересная фамилия. Надеюсь, ты ее не оправдываешь. Что ж, вам всем большое спасибо за участие, дорогие подписчики. Пробуйте опять и опять и опять. Когда-нибудь вам тоже повезет. А теперь к обзору. Приятного просмотра. Всем салют, куряги, с вами опять я, Айка, это означает, что вы на канале Hookah Time, и сегодня у нас очередной обзор, и мы рассмотрим вот этот бренд. Называется этот бренд Iron Rose, а это модель кальяна под названием Ultra. Надо сказать, что они производятся с 2018 года, и только в 2020 году они представили нам, я бы так сказал, вот эту модель. Почему я делаю на нее обзор? В этой модели есть одна очень интересная особенность, которая вызвала у меня дичайший интерес. Давайте я вам расскажу. Ну, собственно, я уже весь кальян разобрал, точнее, из упаковки достал и вот аккуратно разложил на стол, чтобы вы видели всю комплектацию в разобранном виде. Упаковка, кстати, достаточно, как по мне, стильная, минималистичная. Здесь есть гравировка всех элементов этого кальяна, если на камеру видно, под светом, да, должно как-то. Да, здесь есть гравировочка всех элементов, смотрится достаточно минималистично и стильно. Все лежит там достаточно плотно, ничего при перевозке не болтается, поэтому за упаковку, в принципе, зачет. Для хорошего производителя кальянов это в целом, норма. Так и должно быть, поэтому ничего удивительного. А крутость этой шахты заключается в том, что от силы вашей продувки кальяна зависит то, что конкретно вы собираетесь продувать, колбу либо чашку. Вот так вот. Производитель называет это система термостабилизации, вот эту функцию. Прежде чем объяснять, как это работает более подробно и показывать и рассказывать, я хочу сказать, что вот эта комплектация стоит 8500 рублей. Это так, чтобы вы сразу запомнили и дальше понимали, что вы получите за эти деньги. Итак, давайте приступим уже к сборке наконец-то. Начнем с основания. Оно выполнено из полиацеталя. Как вы поняли, да? Iron Rose — это типа металлическая роза, железная роза. И у них здесь на клапане продувки, если вы увидите, есть, скажем так, логотип, олицетворяющий розу. Давайте возьмем погружную часть шахты и сразу обратим внимание на диффузор. Здесь есть 3 вариации тяги, это, я полагаю, классическая без диффузора, и 2 вариации диффузорной тяги, это с большим количеством отверстий и с небольшим количеством отверстий, но они раза в 3-4 крупнее. В общем, все вариации тяги, я думаю, что на этом кальяне, в принципе, возможны. Все зависит от того, сколько воды вы нальете и какой именно из тяг вы выберете. Давайте мы выберем вот такую полубурлящую, полудиффузорную, то бишь с 4 крупными отверстиями. Будем на этом режиме курить. Вкрутим все это дело в основание, погружную часть шахты. Вкручивается, в принципе, нормально. Все, дальше у нас идет вот эта накладочка металлическая. Кстати, здесь идет нумерация кальяна, у нас 292, и с другой стороны выгравировано название модели кальяна. Дальше идет вот эта накладочка. Дальше мы берем верхнюю часть шахты, вкручиваем.
Все вкручивается вроде бы как очень даже... Все хорошо. К качеству пока я претензий не имею. Все, вкрутили. И дальше идут накладочки. Вот эта накладочка. Опа, крепко она идет. Потом вот эта накладочка. Кстати, они также делают гравировочки. Они мне в подарок сделали гравировку нашей сети и моего бренда Hookah Time. Очень приятно. Дальше у нас идет, по-моему, вот эта штука. Дальше, по-моему, вот эта штука. Ну, такие накладочки дизайнерские. Дальше, по-моему, блюдце. И потом уже порт на чашку. И порт на шланг, на о-рингах. В целом, вот так выглядит этот кальян. У него в комплекте также есть уплотнитель под чашки, несмотря на то, что на порту есть о-ринг кольца, которые предназначены уже как уплотнитель, но как бы они на всякий случай кладут еще такой, чтобы вы любую чашку прям надели. И комплект дополнительных о-ринг и запасных шариков. Ну и пружинку. И шланг. Ну и мундштук. Тоже, кстати, с гравировочкой. Кстати, давайте, пока вот шахта лежит, я отдельно скажу о мундштуке и о шланге. Здесь есть даже фиксатор для шланга, чтобы он не разворачивался. Очень удобно. Самое прикольное, что этот мундштук выполнен из нержавейки, но он покрыт или, скажем так, обтянут софт-тач силиконом, таким же абсолютно, каким является вот этот шланг на ощупь. И когда ты надеваешь шланг на мундштук, то он с ним сливается в одно целое и очень прикольно смотрится. Я вообще в целом такие задумки уже у производителей встречал. Здесь это выполнено очень аккуратно и очень приятно он лежит в руке. Также у этого кальяна есть прикольная особенность из-за того, что весь его дизайн в принципе состоит из накладок, их можно менять местами, и ваш кальян будет приобретать немного другой дизайн и видоизменяться, поэтому здесь уже все зависит от вашей фантазии. Что ж, давайте рассмотрим, наверное, самое интересное, это технические характеристики этого кальяна, и поэтому я его сейчас опять разберу и буду вам все рассказывать и объяснять. Давайте я постараюсь вам объяснить все-таки, как работает эта система продувки чаши и как она исполнена в этом кальяне. Вы не поверите, но на самом деле все находится внутри вот этого маленького черного основания из полиацетали. Так, давайте я, грубо говоря, на пальцах постараюсь вам объяснить, как вся эта система работает. Для этого мы перевернем основание и увидим, что у нас есть два больших сквозных отверстия, вот этих вот, я вот прям показываю. Эти отверстия ведут на тягу, соответственно, и на продувку. Но помимо этих двух основных отверстий есть еще два отверстия меньших по диаметру и, с другой стороны, затянутых шестигранниками. Так вот, вот в этом клапане продувки находится пластиковая пулька, а вот в этих двух клапанах находятся металлические пульки, которые по своему весу, понятное дело, тяжелее, чем пластиковая пулька. Также эти два отверстия имеют, скажем так, доступ к шахте. Ну, в общем, в этих двух отверстиях внутри на стенках также есть отверстия, которые ведут вот в это основание шахты. И когда вы продуваете кальян легко, у вас поднимается только пластиковая пулька и продувается только колба. Но когда вы продуваете кальян действительно с обильной силой, то у вас поднимаются металлические шарики, которые расположены вот в этих двух клапанах маленьких. И они при поднимании открывают вот эти отверстия на стенках, которые как раз-таки блокируют поток воздуха, когда вы продуваете кальян не сильно. То бишь, при продувке сильно все три пульки поднимаются наверх, и воздух, который вы продуваете, продувает не только колбу и чашку единожды, а продолжает продувать чашку на протяжении всего вашего продува. В общем, я постарался вам в словах, вот прям на пальцах, как-то вот прям показывая все это объяснить, но сейчас, когда я забью чашечку и начну уже курить, вы наглядно сможете увидеть разницу между продувкой кальяна ультра и между продувкой любого другого кальяна с классической, скажем так, продувной системой. В общем, я надеюсь, вам примерно понятно, как эта технология работает, и я хотел сказать производителям, что это действительно крутая идея. Все гениальное достаточно просто. Первые предпосылки начал делать из наших российских производителей это Newb, вот эти кнопки, ключи, повороты все,
Достаточно тяжелая была весь этот механизм, который функционировал в нубе, и часто все эти кнопки залипали, не работали или работали не так, как надо. А здесь, проще этого я не знаю, что можно придумать. За счет массы шариков контролируется то, что конкретно вы будете продувать. Но это не все, Я как бы и похвалил производителей, и хотел сказать, что мне кажется, знаешь, типа, это как Альберт Эйнштейн, когда ты настолько гениален, что немного безумный. Типа, как можно в 2020 году продолжать делать порты на силиконовых о-рингах? Прекратите это делать. Они же действительно непрактичные, и я как бы, с очень большим трудом его оттуда достал, когда воткнул первый раз. И это правда, и я, и оператор, мы тянули как могли. Мы вытянули, но все же, как бы, понятное дело, что можно воткнуть туда этот порт и вообще его не доставать, только шланг на него одевать, но кальян все-таки мыть придется. И также я не понял смысла, это если ты уплотнитель забыл, да, дома, эти о-ринги нужны. В целом, возможно, несмотря на то, что они действительно в комплект, помимо всего прочего, кладут и уплотнитель. Не очень я понял смысл всех вот этих о-рингов, но это уже производитель подумает и соберет вообще в целом фидбэк от тех людей, которые купят все-таки этот кальян себе домой. Но, что касаемо грани между гениальностью и безумием, я заценил вот этот маленький предмет декора, казалось бы, но на самом деле это втулка-фиксатор, которая представляет собой еще и меласоуловитель, в зависимости от того, куда вы его прикрутите. В общем, если вот эту штуку, давайте я вам просто покажу, прикручивать поверх блюдца и между портом на чашку, то у вас получится один маленький меласоуловитель вверху. Вот он здесь. Кстати, блюдце тоже имеет необычную форму, она достаточно интересной формы. Чем-то мне напомнили блюдца от компании Aladdin, если вы помните. В общем, вот это очень круто. На один покур, наверное, хватит, я не знаю. Давайте я сегодня забью просто на классической чашке что-нибудь такое жижеобразное и как раз посмотрим, как этот меласоуловитель маленький собирается справляться с таким объемом с чашки. Но вообще, в целом, это офигенная идея, и я считаю, что это очень круто. Если как-то его углубить или как-то его, возможно, подвытянуть, он сможет в себя вбирать куда больше мелассы. Но в целом, вот за вот это и за вот идею с продувкой чашки я не могу не поставить лайк, респект производителю. Это действительно очень интересные идеи, и я считаю, что их можно еще круче доработать и сделать еще более совершенным этот продукт. В двух словах хотел сказать, что нам дает вообще, в принципе, эта технология продува чаши, какие возможности при курении. На самом деле, очень прикольно на этом кальяне курить табак на максимальных температурах, на перегреве, потому что очень быстро и легко можно и остудить. Но при таком курении активном, ярком, очень дымном, при таких высоких температурах кальян будет куриться, меньше по времени, минут 30-40, это максимум, что вы из него сможете выжать при таком обильном жаре. Давайте представим, что такие кальяны стоят в целом в работе в заведении. Да? Вот есть команда кальянщиков, и они работают только на вот этих аппаратах. Они сейчас меня поймут, насколько будет легче работать с гостями, которые часто перегревают кальян. Вы можете просто им сами объяснить, что вот продувая чуть сильнее. Да и в целом, подходя к кальяну, чтобы проконтролировать то, как он курится, вам будет намного проще брать и просто его продувать. Не снимать коллаут, не продувать чашку, не снимать тем более чашку, а просто, вы поняли. Все намного проще, все упрощается. Огромнейший плюс, это если, я не знаю, ты куришь со своей девчонкой, у которой легкий, как у воробушка, и она постоянно делает эти маленькие тяги и перегревает чашку, вот прошу. Не придется даже с дивана вставать. В целом, мне очень нравится технологическая составляющая этого кальяна, кроме вот этих минусов нелепых, типа как о-ринги, из силикона на портах. Да и в целом, если честно, касаемо всего концепта, там название, мне нравится дизайн, мне нравится то, что его можно там как-то легко пересобрать, там на новый лад, что-то там поменять местами. Мне очень нравится то, как работает система продувки чаши. Сейчас вам покажу, конкретно вы увидите. Очень нравится идея с меласоуловителем, но очень сильно не нравится название. Я не знаю, на самом деле, я когда первый раз услышал Iron Rose, у меня это ассоциировалось почему-то с Майком Тайсоном. У него
Ну, вот погоняла же Iron Mike, да, железный Майк. И вот эта концепция, типа, знаешь, у него коронка была правый в корпус, левый в голову. Типа правый в корпус, левый в голову. И здесь то же самое, типа легко продуваешь, типа правый в корпус это колба и левый в голову типа чашка. Почему-то вот такая у меня ассоциация сложилась, но на самом деле Iron Ross я, ну не знаю, мне в целом не очень понравилось сразу название кальяна, как-то слишком по-кавказски что ли. Типа, ну объективно, название Iron Ross, оно действительно здесь не к месту. Я бы придумал что-нибудь технологичное, что-нибудь крутое. Ну, типа, я не знаю, у меня, типа, с фантазией не всегда так все работает круто, как у дизайнеров, но вот, типа, с человеком, который придумал это название, надо провести беседу. Итак, дорогие друзья, давайте мы приступим уже к забивочкам. Вы помните, да, я буду курить на 2 разных кальянах, чтобы показать вам воочию, как работает вся эта система. И мне для микса понадобится элемент из линейки воздух, кстати. Они мне прислали свой прикольный бокс, вот такой воздушный, прозрачный. И в целом, кстати, кто не знает или не в курсе, у них вот, да, эта линейка появилась на свет, она в такой белой цветовой гамме. Я, ну, наверное, не буду все прям раскрывать вам, показывать. Могу сказать, что бокс реально интересный и показался мне достаточно милым. Но дарить черному белую клетку, это такое, ну, шутки шутками. Но на самом деле подход прикольный. В целом мне понравился их концепт с линейкой воздух. И мне оттуда нужен будет один вкус, это вкус орчаты. Погнали? Что ж, куряги, я весь табак подготовил. Давайте произведем забивочку нашего микса. Кстати, он сегодня называется ананасовый штрудель. И нам для этого микса понадобится всего 3 вкуса табака. Это орчата от новой линейки Элемент, вот она. Это ваниль от Сибера, вот она. И это ананас от Сатира, вот он. Все в равных пропорциях. Перемешиваем друг с другом в компот. Кстати, лист у новой линейки Элемента это, по-моему, 100% Вирджиния. Ну, ничего удивительного, все-таки линейка наилегчайшая. Все забиваем воздушненько, как всегда. Как всегда воздушненько. Не будем делать никаких касаний. Мы поставим сюда 3/25 угля и проверим, насколько сильно будет велика разница при продувке. Все, наша чашечка готова. Оператор, ты любишь такие миксы сдобные. Поэтому ставим ее на розу, ждем уголечки. И для сравнения возьмем шахту от Solist. И для этой шахты у нас тоже уже есть заготовочка. Мы будем курить вот этот вкус из легкой линейки Элемента. В общем, это какие-то ягоды, фрутберри, какие-то сладкие ягоды. По запаху тоже вкусно, попробуем. Интересно. Все, ждем уголечки, раскуриваем 2 эти чашки, одну миксочком, одну в моно и продуваем после прогрева и смотрим, что происходит с чашками. Ну что ж, наши чашки прогрелись, я сейчас курю микс. Ананасовый штрудель. Вот все компоненты, которые вам понадобятся. И также все эти табаки вы можете купить у нас в шопе, имейте в виду. Поэтому после того, как оператор даст свою оценку, вы как бы поймете, вам этот микс зайдет или не зайдет. Также у нас здесь элемент. Как раз я снимаю тест с новой легкой линейки. Ягоды по вкусу. Я уже делал тягу. Действительно, курится очень легко. И, кстати, достаточно насыщенно. Медленно. Да. Что ж, давайте мы перейдем к нашим экспериментам и посмотрим все-таки, как эта система себя покажет. Давайте табачок я пока в одну кучку сложу. Оператор, на камеру видно обе чашки? Да. Да? Все, отлично. Давайте сейчас мы вернемся к миксу. И вот мы курим. И давайте попробуем продуть сначала колбу. В этот момент поднимается только пластиковая пулька в клапане продувки основной, но 2 остальных клапана на продувку чаши не затрагиваются, потому что я дую легко, не сильно. Но давайте я сейчас сделаю еще тягу и попробую продуть уже более сильно. Посмотрим, как поведет себя чашка и будет ли работать эта система.
Давайте обратим наше внимание на чашку. Как вы видите, она действительно продувается. Но продувается чашка и на обычном кальяне. Продуем теперь этот кальян. И давайте вот я обращу ваше внимание на то, как понять, работает эта система или нет. Когда я продуваю этот кальян, то струйка дыма из чашки, она как бы выходит единожды. А дальше воздух в основном начинает выходить все-таки из клапана. Здесь он как бы внутренний, и здесь продувка производится не из конкретного маленького клапана, а по периметру основания кальяна. Но вы видите, когда я делаю одну продувку сильную, дальше чашка перестает продуваться, она продувается лишь раз. Давайте же посмотрим, как ведет себя продувка на Iron Rose. На фоне кирпичной кладки это было не так сильно заметно, но мы решили доснять, чтобы было прям 100% понятно. В данном случае все понятно. Вы можете заметить, что она продувается дольше по времени, как раз таки за счет работы этих двух внутренних клапанов. Итак, давайте подведем итоги. По Iron Rose Ultra я могу сказать следующее. В целом мне эта шахта действительно понравилась. За 8500 рублей она очень круто несет в себе все эти функционалы, которые действительно работают. То бишь, посмотрите, колба действительно чистая, меласа работает. Пускай ее хватит на 1-2 раза, но она работает. Система продувки чашки, она здесь работает намного проще, чем у других производителей, которые ранее пытались сделать что-то подобное здесь. Все зависит от силы толчка воздуха из ваших легких. Про концепт я уже говорил, он в целом по дизайну мне нравится, мне не очень нравится название и все вот это, но многим может показаться, что это нормальное название, хотя я бы выбрал что-то более технологичное для такого кальяна. Я ему на самом деле как-то не берусь ставить оценку 5 из-за вот этого концепта названия, но в целом шахта реально крутая, типа это все работает, все, что сделал производитель, это все работает, поэтому я ему за вот эти новшества кидаю огромный еще раз респект, это отличная работа, стоит немного поработать над общим концептом, философией, возможно, продукта и маркетингом, и будет вообще просто шикарный кальян с крутым функционалом. Итак, давайте не отбиваться от традиции и устроим розыгрыш. Ну вы поняли, мы разыграем одну такую шахту от компании Iron Rose. Условия участия очень простые. В день, когда этот видос появится на YouTube, у меня в Инстаграме смежно, вот здесь, появится пост, посвященный как раз-таки этому обзору, и вам необходимо подписаться на мой Инстаграм и под этим постом поставить лайк и оставить комментарий, отметив 3 своих друзей, с которыми вы чаще всего курите кальян. И в следующем выпуске посредством рандома мы выберем одного из победителей и отправим ему точно такую же шахту, точно с такой же гравировкой от Hookah Time, и он будет наслаждаться своими покурами и продувами. Поэтому, оператор, Да. разыграть-то мы им все разыграем, а пробовать ты будешь? Давай. Давай. Вкусно? Хороший микс, да. Ну, ты любишь такие штуки десертные. Я люблю, да, десертный вкус, но я бы хотел чуть потяжелее. Мне нравится более тяжелый. Ну, здесь как бы, пойми, и Элемент легкая линейка, и Сибера не крепкая линейка, поэтому ты уж извини. Попробуй новый вкус еще от этого Элемента. Новый вкус, говорю, новую линейку. Хотя ты он уже в этом миксе ощутил, я думаю, в принципе. А так ты по кальяну что скажешь? Как тебе вообще вся эта концепция с продувкой, вот это все вот технологичное, прикольное? Да классно, я думаю, крутая идея. Ну вот, как будто чего-то не хватает, да? Ну я не знаю чего. В целом он смотрится симпатично, все прикольно, полиацеталь, нержавейка, все качественно, все стыки, все четко садится, резьба каждая мне понравилась. Так, типа, я не знаю. Наверное, меня Ну вот... да, только тяжело вытаскивать вот. Как это, что называется? Порт? На шланг? Да, тяжело порт вытаскивать. Ну да, мы пытались это сделать вдвоем, но все-таки нам удалось. Ну, издержки оринги. Я бы сделал здесь какую-то а-ля клик-систему, возможно, с легким поворотом, чтобы не вкручивать в полиацеталь что-то, а вот типа повернул и все, и
удобно. Вам всем большое спасибо за просмотр, дорогие друзья. Условия конкурса вы услышали, мы на всякий случай еще раз пропишем их у меня в Инстаграме. Кстати, вам необходимо, как всегда по традиции, подписаться на мой канал на Ютубе, вступить в группу ВКонтакте, подписаться на наш Инстаграм Hookah Time Club и подписаться на мой Инстаграм iCashT. И спасибо, что следите за нами, мы стараемся для вас делать контент. Будьте молодцами, курите правильные кальяны. И удачи, хорошего выхода из самоизоляции. И в целом не грустите, будьте молодцами, все будет хорошо.